Некоторые плюют на современные тренды и не хотят себе делать стены под покраску, либо не хотят выравнивать стены и поэтому подбирают себе обои. Я их понимаю. Но еще есть истинные любители и ценители обоев, которые превращают процесс оформления интерьера обоями в настоящее искусство. В этом видео мы разберем, куда подходят обои, как выбрать принт, от каких обоев лучше отказаться и каких ошибок при подборе стоит избегать. А еще разберем материалы, современные форматы и решения. Но сначала разберем материалы. Самые древние обои бумажные, им уже много веков. Они экологичные и пропускают воздух, не приводят к образованию плесени и грибка, но они достаточно нежные, нестойкие к царапинам и ударам и могут легко порваться еще на стадии наклеивания. Такие обои не влагостойкие, а бывают, кстати, и влагостойкие, но про них я расскажу чуть позже. Поэтому отмыть пятна и грязь с них не получится. Флизелиновые обои – нетканый материал на основе бумаги. Только из-за всяких клеевых добавок он устойчивее к внешним воздействиям. Строители очень любят флизелиновые обои, потому что их довольно легко клеить. Флизелиновые обои не чувствительны к микротрещинам на стенах в новостройках, которые дают усадку первые 3-5 лет, и дышат так, что практически сопят, а значит тоже не приводят к образованию плесени и грибка. В связи с такой радостью флизелин стали использовать как подложку для разных видов обоев. Но обои с комбинацией флизелин внутри плюс флизелин снаружи, то есть настоящие флизелиновые обои, все еще очень популярны. Им придают фактуру, наносят рисунок или готовят под покраску. А вот виниловые обои – это, по сути, тонкий слой пластика на флизелиновой основе, как пакет, который встает в контрпозицию со всеми дышащими свойствами флизелина. И сколько бы производители не мазали противогрибковыми мазями ПВХ-обои, проницаемости материалу это не добавляет. Покупая дешевые виниловые обои, нужно особенно тщательно их обнюхать и обнюхать все рулоны. Ведь чем более резкий запах они издают, тем больше в них вредных веществ, которыми потом вы будете дышать и будет дышать вся семья, и лечить неожиданные аллергии или головные боли. Зато их тоже легко клеить и уже можно протирать влажной тряпочкой. Но к хорошим виниловым обоям можно уже не сильно принюхиваться, тем более у некоторых производителей достаточно строгий контроль качества. А некоторые производители даже создают влагостойкие виниловые панно и обои, которые подходят для влажных зон, для зоны у раковины, для фартука, и которые можно клеить прямо в душевую зону или размещать в ванной. Стеклообои – это тканый материал, сотканный из стеклянных нитей. Они безопасны для здоровья и не вызывают аллергию. Выравнивают незначительные искривления стен, и еще их можно красить и перекрашивать многократно. Это одно из самых прочных и антивандальных покрытий, которое не боится ни царапин, ни ударов, ни влаги, ни трения щеткой и даже не воспламеняется, поэтому их очень часто размещают в общественных помещениях, в садах, в школах и в пожарных проходах. Их можно использовать даже в ванной, если у них не будет прямого контакта с водой. Но это вопрос к швам и к верхнему покрытию. Теперь, когда все ясно по материалам, надо выбирать место, куда и как клеить. Тогда станет понятно, как выбирать принт. В принципе, есть 3 варианта, как применять обои в интерьере. На всю стену или какой-то простенок, на ее фрагмент, немножко как в Версале. И еще можно укатать в обои всю комнату по периметру. Иногда можно еще что-то разместить на потолок и на фасады мебели, на заднюю стенку стеллажей, но это все-таки редкий креатив от людей, которые точно знают, что делают, и поэтому мы их разбирать не будем. Для одной стены, которую вы назначили выделить обоями, идеально подойдут фрески, или, как еще их могут называть некоторые производители, муралы или панно. Самый безопасный вариант – это подбирать обои под какую-то текстуру, геометрию или методику покраски. В обзоре моей квартиры вы могли видеть такую большую каллиграфию. Кто не видел, я оставлю ссылку в описании, посмотрите после этого видео. Это такая одна огромная обоина, рисунок, который я заказывала для индивидуальной печати по индивидуальным размерам, а сами обои покрыты специальным лаком, что делает их почти пуленепробиваемыми. Когда я несколько недель принимала в гостях дерзкого котика, обои его даже не заметили. Подозрительно на обои будут смотреться вот прям очень фотореалистичные имитации пейзажей вашей мечты. Вот доверьтесь, любите какой-то конкретный фотореалистичный пейзаж или образ, лучше живопись. И в детские тоже не старайтесь навязывать конкретные образы, особенно вот любимых персонажей, вкусы на которых стремительно меняются, а некоторых потом даже стесняются.
И если уж вы назначили какую-то стену за главную, то не заставляйте ее мебелью сверху донизу. И картинами такую стену не завешивайте. А то картина на картине, как сон во сне, открывает порталы в подсознание и накопительным итогом сводит с ума, особенно эстетов. Чем меньше рисунок на фреске или обоях будет походить на реалистичное фотоизображение, и чем ближе он будет к эскизу, к рисунку, выполненному от руки, тем изысканнее и дороже он будет смотреться в интерьере. Ведь по сути он вам роспись имитирует. В интерьерах с классическими элементами обои можно заключить в молдинге или над молдингами, или как-то иначе выделить обоями лишь кусочек стены. Для такого приема подходят обои с принтом средней и мелкой размерности. Крупное сюда уже лучше не размещать, не влезет, будет читаться фрагментом или не успеет разогнаться и установить какой-то свой ритм. А вот обернуть все помещение в обои, чтобы это хорошо смотрелось, задача на самом деле сложная. Большинство из нас пока росли и были окружены не только родителями и родственниками, но и обоями. И от степени галлюциногенности этих обоев тоже иногда многое зависит. Мелкий принт, частая мелкая динамика, растиражированная на все помещение по периметру, может напоминать стереограмму, в которой иные порой видят всякие там жизненные подсказки. Вся эта мелочь уже с расстояния дивана сливается в один цвет и совершенно не нужна. Если вы хотите покрывать все стены в комнате обоями, то для этого надо выбирать либо нейтральные текстуры, имитирующие покраску стен в разных методиках, или геометрию, как на фресках и муралах, либо крупный и средний рисунок. При этом многим нравится приблизиться к рисунку вплотную, взять лупу и с наслаждением рассматривать перья птичьего хвоста, думая, что такую же радость эти обои будут доставлять вам всю жизнь дома. Но дома мы видим обои в массе и на расстоянии обычно 2-3 метра, а то и больше. А значит, смотреть на них надо издалека, а лучше в каталоге, где показана их растяжка на стену. Жизнь обманчива, поэтому зачастую именно те обои, что не вызывают у вас экзальтированных эмоций в рулонах, на стене как раз будут смотреться хорошо. Ну и, конечно, если вы решили клеить обои с принтом, то не стоит планировать какую-то разнообразную мебель в ассортименте. А если мебели планируется много, ожидается прибытие и шкафов до потолка, и стеллажей, и навесных полок, и двухспальных кроватей, то ваш вариант – однотонные обои или обои под покраску. А еще помните, в 90-е все вдруг вспомнили, что полоски увеличивают высоту комнаты, и все продавцы обоев обещали покупателям невероятные спецэффекты пробивания потолков этими полосками. Поэтому получилось очень много темных комнат, похожих на решетки. Очень удручающее помещение. Да, вертикали нужны, и они действительно увеличивают высоту помещения, но на это лучше работают шторы, мебель до потолков и высокие двери, ну и по возможности еще и окна. Обои для такой задачи все-таки слишком частый и мелкий ритм. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои впечатления в комментариях, и вы знаете, кому отправить это видео. До новых встреч, всем дизайн!